Сейчас много наших соотечественников устремились в Канаду. А у меня там, кстати, родственники. Пожалуй, наведаю их. У удовольствия побывать в Канаде есть жирный такой минус. Это добираться туда. Прямой перелет из Европы отнимет у вас 9 часов жизни минимум. При этом лететь будете на высоте 10 километрах, в основном над океаном, и из-за облаков ничего толком не увидеть. Разве что случайно Гренландию увидел. Так и не понял, правда, что ее зеленой землей обозвали. Сплошные заснеженные горы. В общем, если не спать, сплошное мучение, одна радость. Кормят в полете дважды. За 8000 километров как-то успеваешь проголодаться, знаете ли. Когда ты попадаешь в новое место, есть вещи, которые сразу бросаются в глаза. Вот и начнем рассказ именно о них. Еще подходя к дому, обратил внимание, что сквозного проезда по улице нет. Одна сторона наглухо закрыта забором. В итоге тут ездят только жильцы, и никто за детей не переживает. Им даже устанавливают баскетбольные кольца прямо возле проезжей части. И второе. У каждого частного дома две улицы. Одна главная, лицевая, куда выходит фасад здания и лужайка перед ним. А вторая как бы рабочая. Сейчас мы туда заглянем. Здесь стоят мусорные баки, сюда выходят ворота гаражей. Это улица узкая и зачастую просто грунтовка. Как по мне, очень удобная планировка городской застройки. Я хочу купить, как во время войны, танк на средства артиста, но пользоваться самому какое-то время. Хорошо въехать на базар и через щель спросить сколько-сколько? Кстати, вопрос сколько-сколько актуален и для нас. Я тут сравнил цены, выводы очень интересные. Смотрим. Предположим, захотелось вам перекусить. Ну что самое простое? Ну давайте горячих бутербродов с чаем. Все, что надо, купили. Для удобства все цены переведу в гривны и внесу в таблицу. Если хотите, можете поставить на паузу и рассмотреть более внимательно. В итоге выяснилось, что не так страшен черт, как его малюют. Особенно если учесть разницу в уровне зарплаты в Канаде и в Украине. К тому же стоит учесть, что отоваривался я в магазине практически в центре города, а эта сеть далеко не самая дешевая среди множества магазинов. При желании можно найти цены гораздо ниже. Ну и еще чуток про цены. Когда первый раз видишь стоимость бензина на канадской заправке, мягко говоря, фигеешь от цифры. Шок проходит, когда тебе объясняют, что цифра указана за 100 литров. Ну или в центах. Слышала такую версию. Короче, в пересчет на наши тугрики литр бензина тут примерно 38 гривен. И при этом канадцы считают эту цену завышенной. И кто живет недалеко от границы США, катаются заправляться туда. Там еще дешевле. Угадайте загадку, что есть у наших машин спереди и чего нет у канадских машин? Автомобильного номера. Да, это сразу бросается в глаза. На канадских автомобилях спереди нет номеров. Почему? Официального объяснения я не нашел. Но бытует мнение, что якобы для того, чтобы не портить изначальный внешний вид автомобиля. Может, поэтому многие канадцы на пустующее место переднего номерного знака вешают либо табличку с канадским флагом, либо другие интересные картинки. А вообще-то народ здесь не сильно заморачивается с внешним видом своей машины. Это в Европе трещина на лобовом стекле или прогнившее крыло гарантируют встречу с полицией. Здесь даже когда через ржавую крышу потечет дождь или отвалится бампер, их просто заклеивают пленкой или скотчем и едут себе дальше. Кто на вас может напасть прямо на выходе из дома? Сможете ли вы в 20-градусный мороз прогуляться по улицам в шортах? А жить в доме из фанерки? А вообще без дома? И чем так странно пахнет на улицах Калгари? Смотрим дальше. Пожалуй, это самый удобный способ передвижения по Калгари после собственной машины. Такой себе гибрид: полуметро, полускоростной трамвай. Кстати, 5 станций Ситрейна в центре города полностью бесплатны. Катайся не хочу.
На остальных участках билет стоит 3,70 в долларах и действителен 90 минут. За это время можно выйти, пересесть в автобус и ехать на этом же билете. Да, и о выходе. Просто так двери вагона не откроются. Надо на кнопку нажать. Как для выхода, так и для входа. Ну и правильно, что дверь в холостую гонять. Между прочим, к моему удивлению, никаких контролеров в Ситрейне нет. Поэтому, подозреваю, зайцев на линии хватает. По крайней мере, бомжи катаются на ура, особенно в морозные дни. И, кстати, насчет мороза. Чтобы в ожидании Ситрейна или автобуса не замерзнуть, когда на улице минус 30, остановки делаются с обогревателями, либо просто закрытыми с 4 сторон и входом. Так что шанс дождаться транспорта без обморожения у вас будет. Кстати, о зайцах. Нет, не о безбилетниках теперь, а о реальных ушастых. Несмотря на то, что Калгари город-миллионник, он очень неплохо уживается с различными зверушками. И речь не о китайских карасях в искусственных прудах. Количество дикой природы в городе поражает. Зайцев и белок – несчетное количество. Ну, как у нас примерно котов и собак. Зачастую перед домом можно встретить оленей, бобров, сусликов, енотов. Хотя, если вместо симпатичной белочки вы ранним утром в собственном дворе увидите рысь или койота, не думаю, что будете стоять и умиляться. А их следы, между прочим, постоянно появляются прямо в центре города, на льду реки. А иногда рано утром покопаться в мусоре приходят скунсы. Очень много гусей. Но это не привычные нам домашние птицы, а канадские, дикие, размером с лебедя. И у них очень скверный характер. Окажетесь рядом, нападет обязательно. Так что учитывайте, что природа все же дикая, хоть в парках смотрится очень мило. И, кстати, не каждый гусь догонит того канадца. Вот скажите, вы готовы в 20-градусный мороз пробежаться по улице в шортах? Если нет, то вы не канадец. Иногда я даже встречал на своем пути людей, идущих по снегу в босоножках. И уж совсем не говорю о повальном увлечении бегом. Неважно, какой минус на улице, вас все равно будут обгонять легко одетые бегуны. Иногда даже кажется, что все пуховики и зимние ботинки остаются нераспроданным товаром в местных магазинах. На истинных канадцах их не очень-то встретишь. Разве что на таких, как я, понаехавших. И еще про морозы. Они порой до 40 доходят. Но при этом самый популярный вариант строительства местных домов – это дерево. Стены из ДСП и несущие конструкции из деревянных балок. И в итоге получаются вот такие красавцы. Уточню, в них при этом очень тепло. Несмотря на всю кажущуюся хрупкость конструкции. Строят, конечно, и из кирпича, и из бетона, но это значительно удорожает стоимость зданий. А деньги считать тут умеют. И вполне понятно, что если леса вокруг завались, то и самый дешевый строительный материал – дерево. Хорошо, когда у тебя есть дом. А если у тебя его нет? Если его нет, то тогда ты бомж. Сталкиваешься с ними тут постоянно, особенно в даунтауне. При этом не скажу, что они как-то мешают. Ну, разве что порой надо просто переступить тело, лежащее на тротуаре. В основном они тихие, будут агрессировать, полиция заберет. А нет, то и внимания никто не обращает. Спокойно катаются в метро, заходят в библиотеку, сидят там за компьютерами. Не серфят в сети, просто греются. В общем, демократия в действии. И немного про ее совсем уж разгул. Вот идешь ты по парку, вокруг ни души, но от слова вообще. Но вас все равно навязчиво преследует запах травки. Откуда он может взяться? Необъяснимо. Но вы вполне легально можете зайти в магазин по продаже каннабиса, где вам предложат такое меню, что не каждый ресторан сравнится с таким количеством предложенного. Мы зашли как-то в один. Снимать разрешили только интерьер. Прилавок с товарами и всякими приспособлениями нет. А через 2 двери от этого магазина – детский сад. И никто не заморачивается по поводу такого соседства. Ван Гог идет по Канаде. Табуны лошадей среди небоскребов. Неоседланные быки и индейцы. Успешные бизнесмены и упорные старушки. Все это ждет вас в следующей серии. Так что советую подписаться, чтобы не пропустить. Пока.